Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я покажу, как сохранить виноград максимально долго до зимы в холодильнике или в подвале. У меня есть такой виноград сорта Молдова, сорванный в середине октября. Сначала планировалось для вина, но затем, посмотрев на грозди, решили его оставить немножечко на зиму. Сейчас необходимо подготовить его для хранения. Для хранения я приготовил такие ящики из пластика, на которые на дно положил толстый картон. Он имеет толщину 5 мм. Чем больше ящик, тем меньше будет слой и меньше будет он давиться. Также у меня есть обычный бытовой холодильник фирмы Атлант, в которой внизу две полки свободны. Я их смогу использовать для хранения винограда. Также мне понадобились такие крюки из проволоки, которые я использовал для сушки рыбы очень давно. Они тоже пригодятся для хранения винограда. Для начала виноград необходимо хорошо перебрать, отобрав самые красивые грозди, на которых не поврежден верхний слой такого воскового цвета, который защищает их от гнилья. Молдова — это самый лучший сорт, который хранится зимой. Он поздно спеет, и у него толстая кожица, что позволяет ему хорошо долго сохраниться. Для удаления поврежденных и гнилых ягод я воспользуюсь такими маленькими ножницами. При обработке за ягоды желательно касаться как можно меньше, чтобы не стереть верхний восковый налет. Поэтому я буду брать за верхнюю часть веточки винограда. А грозди, которые наиболее испорчены, я переберу и отправлю на вино. Это будет самое лучшее решение пропавших ягод. Вот мне понравилась такая гроздь. На ней есть придавленные ягоды. Их мы удаляем ножничками очень аккуратно. Опять же, не касаясь всех ягод, чтобы не стереть слой. Делаем все максимально осторожно, чтобы ничего не повредить и не пропустить, потому что они будут быстро гнить в таком случае. Вот гроздь почищена от давленных и гнилых ягод. Мыть виноград ни в коем случае не нужно. Так мы смоем верхний защитный слой, который предохраняет ягоды от гниения. И после этого укладываем ягоды вверх веточкой на картонную подложку пластикового ящика. И так продолжим дальше. Для того, чтобы на гроне определить самые плохие ягоды, необходимо слегка ее струсить, и они обсыпаются. И затем внимательно осмотреть по периметру всю гронь, чтобы найти гнилые ягоды. Также я отбираю ягоды, которые лишены верхнего воскового налета в результате невнимательного обращения с ними. Их отлаживаем тоже на вино. Вот одну часть винограда я сложил в подвале равномерным слоем и буду контролировать, чтобы никакая ягода не пропадала. И все, что загниваем, мы убираем. Здесь у меня также стоит вино, потому что на улице похолодало. Температура в подвале сейчас не очень низкая, около 12 градусов Цельсия. Конечно, многовато, но со временем будет холоднее. Вторую партию винограда я просто положил в нижние ящики для овощей и фруктов стандартного холодильника. Но одну часть я попробую хранить в состоянии подвешенном. Так они будут меньше гнить и надольше пролежат. Я возьму такие проволочные крючки и поподвешиваю каждую гроздь на крючок. Вот в таком положении. И так повесим их в холодильник. Нижняя полка у меня свободна, поэтому я просто буду подвешивать вот в таком состоянии каждую гроздь на решетку, чтобы она висела.
Так виноград будет лучше вентилироваться и меньше распространяться инфекция среди винограда. Вот у меня получилось так разместить виноград на нижней полке. Он не касается ничего друг друга и поэтому хорошо вентилируется. После этого мы посмотрим, какой виноград сохранится лучше и дольше. Примерно через месяц посмотрим, что случилось с нашим виноградом. Вот прошел месяц, и можно посмотреть, как себя чувствует виноград, который мы положили на хранение. Откроем холодильник. Вот видно, что виноград, который висел, почти не погнил. Есть местами гнилые ягоды. Я их потихонечку обрываю. И мы съедаем все, чтобы не пропало. Внизу, который был сложен просто насыпом, как видите, почти весь покрылся плесенью. Развивается вирус гнили по всему винограду. Это мы уже доели, пока он еще был не гнилой. А так лучше хранить в этом состоянии подвешенном. Он лучше проветривается и меньше гниль распространяется на соседние ягоды. Виноград, который был в ящике в погребе, уже давно погнил, примерно через пару недель, и мы его выбросили животным. Таким образом, наилучшее хранение винограда на зиму — это в подвешенном состоянии в холодильнике. Так он сохраняется максимально долго. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотри видео о том, как максимально долго сохранить виноград в холодильнике. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.